Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня поговорим про игру Fate Original, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, спасибо разработчикам, дали нам аккаунт, где есть доступ в закрытый бета-тест. Еще сами не запускали, только пару видео на ютубе смотрели. Будем разбираться, смотреть, что за игра, где там Play to Earn. Давайте смотреть. Так, кто не помнит, друзья, игра запускалась через платформу Джоджо в виде блайндбоксов, про это мы рассказывали. Блайндбоксы мы тоже купили, за это время их застейкали. Каждый из них давал определенный хэшрейт, за который можно было получить, как мы изначально думали, токены игры, но токены игры будут все Джоджо, поэтому за это время фармились токены. И давай к игре, наверное, перейдем. Да, вот вся затея была нам, мы захотели от этого маунта цыпленочка получить, который потом в этой игре будет как-то применяться. Будем сейчас смотреть, где, что и почему, и какие NFT там, как будут участвовать. И давайте запускать. Кем будем играть? Человеком или вайфу? Тут, по-моему, только класс меняется. Запускай, не знаю, давай чувака Dragon Slayer, там что-то было. Да. Убийца драконов. Ну, такая анимешная стилистика, сразу видно. Не знаю. Да, но радует, что готовый продукт. Confide и Fate Origin. Да, NFT нет. Здесь сказали, что маркет не работает, транзакции не работают. Желательно никуда не тыркать. Первый уровень. Ну да, потому что это бета закрытая, она еще не на блокчейне, так условно, да? О, автобой мне нравится. Ты нажимаешь на квест, и он идет, да, туда получается? Да. Да тут походу просто там. Я как видел здесь, я не знаю, можно притормозить как-то, возможно. Да не, надо просто понять механику, то есть вот чтобы можно было посмотреть. Это бридинг, что ли? Любовь. Это бридинг пошел. Сразу опыт, левого. Не, ну понятно, вначале там будет просто куча вот этого заспама, там в виде нажми сюда, прокачай то, получи это. Ну, надо посмотреть, что по стилистике, да, то есть, ну, мне, конечно, прям аниме не особо, вот такая стилистика не очень люблю, то есть, как бы, не знаю, есть прям любители такого жанра, я на мобилках тоже в такие игры подобные не играл, честно скажу, поэтому мне как бы сложно будет оценивать, не знаю, Петруха, любитель ты подобных игр? Я не знаю, насколько здесь это все будет быстро двигаться, проходить. Ну, мне нравятся механики, посмотрим, какие механики. Я обычно все как-то графику, анимацию, вот эту всю, она мне как будто бы как реклама, знаешь, на сайтах, ты ее просто не видишь. Здесь игра интересная, я играю, мне все равно во что. Да, там жми, там это. Или ты хочешь вообще что? Где-то нажать паузу где-нибудь, я не знаю, чтобы выключить этот автопафтинг, апгрейд. Здесь я хочу, чтобы куда-то нажать, покликать по разным меню, а то мне не дает времени даже, да, что-то сделать. Ты хочешь на начало? Все. Да, я хотел сказать, что она запущена сейчас у нас симулятора, да, и, возможно, здесь графика не такая идеальная сейчас, как будет на мобилке. Не, ну видно, что немножко как бы в пиксель видно. Кстати. Так, звук там, естественно, вы не слышите, я сам его не слышу. Ну, звуки обычно всегда громкие. Resolution, smooth. 15 человек, скрин, блок. Забей, ты меню потом покликаешь. Давай просто геймплей посмотрим, то есть, как бы, кому-то просто понравится, не понравится, да, такие жанры. Понятно, что про заработок сказать ничего нельзя сейчас вообще от слова, потому что это тест идет. То есть, да, но как есть информация, что будем получать осколки за активности, там, за дейлики, там, за логины. Будут осколки сундуков, да, то есть вот эти блайндбоксы, которые мы покупали, которые на рынке порядка вроде $400 им стоимость была. Внутри этого блайндбокса может быть NFT, крылья, меч или что-то такое вот, либо маунт, либо пэт. И вот собирая там, наверное, 100 осколков, где-то мы это встретим, когда будет где-то логика. У меня же глаза разбегаются, не знаю, вот Daily Quest, да, видим, есть какой-то, так, пока не открыт. NFT. Вот, 100 вот видите пазлов этих осколков будут превращаться в такой вот блайндбокс, который мы брали. Они специально во время сейла уже была информация, что определенное количество этих блайндбоксов зарезервировано под Play to Earn в игру, под активность. Ну, блайндбоксы были, по-моему, сколько там продавались они? По 190, там 200, по-моему, да? Что такое? 190, 210, по-моему, они продавались.
Ну, непонятно, сколько это по времени тоже будет занимать. Ну, как бы, почему нет? Там, как такое ощущение, как будто Илидан, нет, сверху? Ну-ка, прикрой это. Я Вот. что-то смотрю про блайндбокс и выключу анимацию. Не, Все, вот свой портрет, как будто Илидан с этого, с так, Вовки. тап, ультра скилл. А, здесь же ты типа обучал кого? Видишь, ульта пошел. Опа. Мгм. Дракон 0-1. Вот маунт я вижу. Ну, есть Естественно. автобой есть. Это на самом деле плюс, друзья, сразу скажу. То есть раньше я не расценивал автобой как плюс, скорее как минус. Но сами понимаете, времени не всегда будет хватать. А если ты где-то там на втором аккаунте можешь поставить, там не в втором аккаунте, там на втором мониторе поставить автобой, и он будет что-то там делать, тебе при этом зарабатывать, то как бы это очевидный плюс. Вот, видим первые осколки на 28 уровне, дают пак, внутри которого вот есть первый Мгм. пазл наш. Какой-то тайтл, вот 50 уровень, то есть прокачка очень быстро здесь будет идти. Ну, первый уровень это очевидно. Вот, ежедневный логин видим. Вот, Какие-то кстати, есть. токены Джоджа, кстати, показаны сверху, там были токены Джоджа, потом золото и гемы были, то есть Ага. 3 валюты, то есть, скорее всего, внутриигровые, потом Джоджи можно будет продавать, естественно, они торгуются сейчас. Блин, я хочу, знаешь что? Я просто хочу нажать где-нибудь паузу, чтобы я мог прокликать хотя бы все меню. Ага. Вот, Daily Sign In. А вот, видите, на третий день, 8-й, 13-й день всегда будет давать нам часть вот этого. Там уже на 20-й, по-моему, по 2 NFT дают. Да. Вот там 17-й дают по 2. Вот, да, 2, 2, 3, да. То есть суммарно И- за месяц у нас будет 5, Ну, я так понимаю, кстати, знаете, что... 8, 10 штук, 10 кусков. За 3 месяца получается коробка, да, условно. Ну, минимум, просто за логин, ничего не делая. Почему? Раз. Там же 100 надо, нет? Ну, за месяц... Ты как-то больно быстро посчитал, нет? Это, я скорее всего тут думаю, тут же еще, наверное, шмотки можно будет продавать. Если, помнишь, если как Мир 4 какой-то раз рассматривать, Мгм. может быть, Да. не знаю. Пока, конечно, мы еще не знаем, друзья, но есть предположение, что, ну, как бы шмотки можно будет продавать, потому что это было бы хорошее еще экономическое решение. Но Мгм. не знаю, будет ли, не будет. Так, ладно, выключаю все эти меню. Просто всегда интересно, когда новая игра, новый UI, да, понять, где что находится. Нажми бакс, этот, сумку себя под скиллами сверху. Там, наверное, перс у тебя будет. Да, вот здесь одевать перса, и вот где-то здесь вот вроде крылья. Вот NFT у тебя там есть. Вот, да, вот точно, вкладка NFT. Вот здесь вот будут с вашего кошелька подтягиваться NFT, которые из этих коробок, да. Мгм. Еще вон какой-то склад, warehouse можно скидывать. Ну, предметы, я смотрю, он сам одевает вроде. Сама... То есть все на Да, их там автомате. вроде можно будет крафт, там контента очень много, я смотрел одним глазком, он сейчас Нет. откроется потихоньку, там такие зачарования, апгрейды на 75 уровне. Вот тебе брит еще один. Еще один брит. Это флирт. Что там на континю. Старт, начни романтическое путешествие с 75 уровня, блин. У тебя уже 45-й, кстати, да, показан? Да, здесь очень быстро все происходит. А мне кажется, это, наверное, быстро слишком, потому что... На старте там будет хай-контент, там 300 уровень вроде бы, где-то карту я видел, skip animation. Skip. Не, я думал, просто можешь как, типа, в тестовом варианте просто тебе дают ускоренный буст опыта, чтобы ты, типа, больше прошел, больше там посмотрел и багов нашел. Ну, типа, скиллы у тебя так все открылись за это время уже. То есть обычно, как бы, на это уходит дольше намного времени. Кстати, авто ты можешь отключить. Вот, конечно, наверное, написано авто Ну отключает. да. Но это сомнительно. Она вроде была не включена. Нажми карту, кстати. Сейчас, подожди, я еще. Так, это мы уже жали. Здесь что? Премиум фарминг спот, смотри, какой-то лайн 1. Ну, это скорее ты, наверное, ночью будешь ставить там на фарм. Да, Он, типа, зоны, ворд, он будет тебя фармить, ты потом приходишь, получаешь ништяки. Не, ну, в принципе... 50, чик-чик 100, 250, где-то тут 300, да, он Ну, максимально. 250 плюс, это, наверное, есть 300 там как раз до этого. Equip now. А, вот это пет, походу. Бонус, год. Точнее, не пили пет или суммон там дополнительный, который будет с тобой бегать. Там, потому что я помню, в блайндбоксах там были крылья, пет и еще кто-то, короче, были. Какие-то монстрики. Как-то там, вот кстати, это летает теперь с тобой. Вроде NFT можно подгружать, я видел. Это ачивки у тебя сверху появились?
Achievements. Quick sell, смотри. Видишь? Автопродажа Угу. всего. Продалось, о чем не... О, сразу 3,5 миллиона золота стало. Только что было 700, по-моему. Нет, а, по-моему, на пару тысяч продал. Видишь, Achievements нажми сверху. Угу. Ну, вот Да, ачивки вот, есть какие-то. Коин. Кристаллы пошли. Пендинг. Ну, кстати, ачивки прикольная Гильдия. тема. То есть есть любители, кто любит ачивки прям выполнять. Я на самом деле не особо любитель, но кто-то и как бы хочет заняться этим делом явно. Угу. Бенефит. Ну вот он, Daily Sign In. Вот это забрал. Левел 50 уровень забрал. Сразу авто открывается, походу. Так. Все, пошел. Чекин пошел. Тоже. Как это, как собака Павлова, да? Где красным горит, надо нажать. Везде жми. Continue. Что тебя пытаются все время тут спарить с кем-то. Типа... Так. Что у нас выключено, может было? Это автобаттл, а то было авто... О, смотри, прыгать еще можно. О, все. Если смысл в этом. Нажми авто, и пускай он там сам бегает. Я первый раз вообще хожу сам. Ну, тут ходить самому это долго будет, нет? Я видел, иногда бывает квесты залетают, да, вот. Нажатие. Они иногда вроде сами ходят, а иногда выключается автопатинг, видишь это. Ну, пока мы ни одного токена Джоджи не нафармили, но я так понимаю, тут, наверное, и нет. В тестовом режиме, наверное, нет фарма. То есть, Тут, наверное, единственный pay to earn это вот через NFT, да? То есть ты собираешь осколки коробок. Не, ну, может, токены фармишь. Включаешь коробку, как условно, как в героях мы открываем героя, да, также. А потом ты его можешь на рынок продавать, так и тут. Либо, если у тебя нет NFT, ты ее можешь вскрыть и получить какие-то бонусы с этого, либо ты, продаешь. Да. То есть, как бы вот ты стартуешь free-to-play, и какой-то у тебя есть вариант нафармить себе на NFT. Ну, вопрос, долго ли это, если смысл? Да, и сколько этих коробок? То есть, если они там зарезервировали 10 тысяч коробок, то условно там... Это быстро их выфармят, да. Не, ну они ж там по-любому будут добавлять, наверное, еще какие-то коробки стопудово. Новые какие-то сеты там или что-то такое. Вряд ли они остановятся на одних. Так, ну, в принципе, не знаю, что сказать про игру больше, да. То есть, надо... Так-то все работает, как видите. Особо ничего не багает. То есть, игра как бы готова. Они сейчас единственное, что откалибруют это какие-то баги, не баги, там посмотрят, и потом будут уже запускать ее в релиз. А дальше уже смотрите сами. Нравится такая игра, пробуйте, не нравится, пропускайте. То есть каждый уже сам решает. Естественно, мы сделаем потом обзор уже как полностью выйдет игра, как будет какой-то заработок, покликаем, потестим, сами посмотрим, может прибыльно, может нет, кто знает. Это уже дело такое. Да, пройдем какой-то, может быть, контент до хай-левого, да, если что-то будет интересно, запишем тоже, я думаю, да, чтобы понимать, что там в конце, потому что сейчас оно видно автобой, никакой сейчас игры, легко. условно, нету. Ну, да, сейчас, да, легко, это, типа, он сам проходит, сам все закрывает. Ну, потом просто в один момент будет где-то жесткий ступор, и ты будешь стоять на месте потом. Ну, как обычно это бывает в таких играх. Там, не знаю, до сотого, наверное, может быть, там все будет легко проходиться. Да. Так что да, подписываемся, ставим лайки, пишите, как вам такой жанр. Радует, что больше и больше появляется продуктов уже готовых, да. То есть, что герои, что Мир 4, и вот это вот. Ну, их как бы не так уж и много, да, это всего, можно условно сказать, третья игра готовая выходит. Ну, не, третья чуть побольше, ну да, но их все равно мало, как бы, на общем фоне их прям очень мало. Единственное, чтобы она, главное, жила потом. То есть она, если выйдет и не будет на нее спроса, соответственно, игра уже не будет уже если иметь там веса. Проблемы будут с экономикой, криптономикой, да, и всем этим, то сама игра не поможет и не спасет. Так что давайте пробовать, тестировать, играть, и до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.